Вот, я пришла. Встань. Подойди к двери. Запри ее на ключ. Встань на колени. Послушайте, какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях. А тебе и не надо. Теперь тебе следует лечь на живот и уткнуться лицом в пол. Где? Где он стоял, опёршись на статую, с лицом переполненным думами? Он стоял, он сам обращался в статую. Он крови не имел. Зрите, он вот что сказал. Прощайте темные деревья, прощайте черные леса, небесных звезд круговращенье и птиц беспечных голоса. Он, должно быть, вздумал куда-нибудь, когда-нибудь уезжать. Прощайте, скалы полевые, я вас часами наблюдал. Прощайте, бабочки живые, я с вами вместе голодал. Прощайте, камни, прощайте, тучи, я вас любил, и я вас мучил. Он с тоской и с запоздалым раскаянием начал рассматривать концы трав. Прощайте, славные концы, прощай, цветок, прощай, вода. Бегут почтовые гонцы, бежит судьба, бежит беда. Я в поле пленником ходил, я обнимал в лесу тропу, я рыбу по утрам будил, дубов распугивал толпу, дубов гробовый видел дом и песню вел вокруг с трудом. Он воображает и вспоминает, как он бывало или не бывало выходил на реку. Я приходил к тебе, река. Прощай, река. Дрожит рука. Ты вся блестела, вся текла, и я стоял перед тобой, в кафтан одетый из стекла, и слушал твой речной прибой. Как сладко было мне входить в тебя и снова выходить. Как сладко было мне входить в себя и снова выходить. Где как чижи дубы шумели, дубы безумные умели дубы шуметь лишь еле-еле. Но здесь он прикидывает в уме, что было бы, если бы он увидал и море. Море, прощай, прощай, песок. О, горный край, как ты высок! Пусть волны бьют, пусть брызжет пена. На камне я сижу все с дудкой, а море плещет постепенно. И все на море далеко.
и все от моря далеко. Бежит забота скучной шуткой. Расстаться с морем нелегко. Море, прощай, прощай, рай. О, как ты высок, горный край. О последнем, что есть в природе, он тоже вспомнил. Он вспомнил о пустыне. Прощайте и вы, пустыни и львы. Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл. Он припомнил все, как есть наизусть. Я забыл попрощаться с прочим. То есть он забыл попрощаться с прочим. Тут он вспомнил. Он припомнил весь миг своей смерти. Все эти шестерки, пятерки, всю ту суету, всю рифму, которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Ах, Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до него. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем. Тут тень всеобщего лежала на всем. Тут тень лежала на всем. Он ничего не понял, но он воздержался. Все. Послушайте. Вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти. 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 Приснилось. Что зашла старуха. Из Хармсовской старухи. Там вообще рассказ про чудо. Про то, что человек все мечтает, думает о чуде. А какое главное чудо?
Это чудо бессмертия. Ну, вообще так говорят. Чудо не произошло. Ну, вот, например. А тут наоборот. Чудо произошло. В старухе человек стал бессмертным. Вы читали? Старуха. Хамса. Старуха. Нет? Нет. Ну, правда, вы почитайте. Это полезно. Я всем обоснованно объяснил, про что написал Хамс. Но мне никто не поверил. На что я ответил? Ну, я филолог. А вы все? Нет. А потом могло бы состояться следующее. Они рассмеялись бы, как боги. Потом били бы меня кулаками по лицу. Ну, а потом разошлись бы. Кто в сику играет на деньги, а кто вербу пить. Ну а кто? Свежесть. 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 Это же из Венедикта Ерофеева. Но они его тоже не читали. Не знаю. Почему все думают, что я гений? Чё? По-моему, я не гений. Я вчера говорил. Послушай. Что? Я же... Ну, какой же я гений? Они не говорят какой, а только и говорят, что такого, такого, такого. О, ну я все равно думаю, что я гений. А нет, все-таки я не гений. Ну что это? В самом деле. Куда ни покажусь, все начинают шептаться. И на меня пальцами ай-яй-яй показывают. Я говорю, ну как же? Что это в самом деле такое? А они мне и слова не дают сказать. Давай, гляди, схватят. И понесут меня сзади. Ой. Не стал. Слушайте. Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Ведь я такой же, как и все вы. Только лучше. Ну что там? Этот уже леденец. Чудо не произошло. Убери его.
Кто следующий? Чудотворец. Лейтенант! Нормально скажи. Чудотворец. Блять, вы что, серьезно? Ладно, начинайте. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо. Но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним. Но он не делает этого. Он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот старый сарай превратить в прекрасный кирпичный дом. Но он не делает этого. Он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда. Хватит! А он уже все. Неси его. Послушайте, я сейчас все объясню, что сейчас произошло в сцене с чудотворцем. Это значит, что главное чудо — это творческий потенциал. Вы поймите, творческий потенциал. Быстрее! Замолчи! Мне не нравится этот стул! Ты чего упал? Я стрелял не в тебя, а в стул. Простите, я обознался, я подумал, что я стул. Отдохнуть надо. Давай последнего и перерыв. Я сумасшедшая! Я убила ребенка! Нехорошо убивать детей. Вы здоровы. Я сделала это не нарочно, я сумасшедшая! Меня могут казнить! Вы здоровы. У вас цвет лица. Сосчитайте до 3. Я не умею! Раз, два, три. Вот видите? А говорили, что не умеете. У вас железное здоровье. Я говорю это с отчаянием. Это ведь не я считала, а ваш санитар! Лейтенант! Врубай. Сейчас это уже трудно установить. Вы меня слышите? Я слышу. Я нянька, я обязана все слышать. Господи! Как кажется, моя жизнь, меня скоро казнят! Это будет завтра. А сейчас надо выспаться. Ведите ее. И приведите лучше елку. Ей-богу, так лучше. Чуть-чуть веселее. Ужасно надоело дежурство. Сколько можно-то уже?
Все, врубай. С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит. Но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать. Но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают. Невозможно уснуть. Разрешите доложить! Миронов сел на трамвай и поехал, а куда нужно не приехал, потому что по дороге скончался. Пассажиры трамвая, в котором спал Миронов, позвали милиционера и велели составить протокол о том, что Миронов умер неотносительной смертью. Устал! Задолбали! Господи, как же страшно! Кругом одни ненормальные! Они преследуют меня! Они пожирают мои сны! Они хотят меня застрелить! Вот один. Подкрался и целится. Целится, а сам не стреляет. Целится, а сам не стреляет. Не стреляет! Не стреляет! Не стреляет! А целится. И того стрелять буду я! Кто там еще? Да там еще двое. Ведите. Вот вам и зима наступила. Пора печь топить. Как по-вашему? Если отнестись к вашему замечанию серьезно, пожалуй, действительно пора затопить печи. А как по-вашему? Зима в этом году будет холодная? Или теплая? Судя по тому, что лето было дождливое, зима всегда холодная. Да? А вот мне никогда не бывает холодно. Это вы правильно говорите, что вам не бывает холодно, у вас натура такая. Я не зябну. Женщина! Это станок любви! Я думаю так. К женщине надо подкатываться снизу. Они это любят. Если женщину понюхать. Ой, лицо болит. Почему болит? Я сам не знаю. У меня ничего не болит. Больно? Да.
Ах ты, тварь паршивая! Я отучу тебя драться! Тоже мне учитель нашелся. Женщина устроена так, что она вся влажная и мягкая. Женщина садится абсолютно голая перед зеркалом. Голая баба! Голая бабка! С камшом в руках. Неправильно как-то получилось. Человека убили. Притом не того. Царство ему небесное. А вообще всякое бывает. Да и что-то есть хочется. Эй, там! Принесите мне чего-нибудь. Чего изволите? Дайте мне, если можно, бёв-буи. Чего прикажете подать? Если можно, бёв-буи. Как вы сказали? Бёв-буи. Чего изволите? Бёв-буи. Бёв. Бёв. Буи. Буи. Бёв буи. Бёв-буи.
То, что у вас на тарелке, не значится в нашем меню. Извините, пожалуйста, я не удосужился свериться с меню. Я попросил котлету, думая, что она, может быть, есть, или что ее легко найти в округе. Но готов был попросить еще что-нибудь, если не хватило котлет. А официант, особо не удивившись, отошел и потом испуганно принес ее мне. И вот... Конечно, я заплачу любую цену. Это красивая котлета, я не отрицаю этого. Я заплачу ее цену без колебаний. Если бы я знал, я бы попросил другое мясо или просто яйцо. Все равно сейчас не очень голоден. Я заплачу вам сейчас же. Простите. Я не знал, что в меню нет отбивных. Я не посмотрел, потому что зрение у меня очень плохое. И пенсне на мне не было. А кроме того, мне всегда ужасно больно читать. Официант, должно быть, отвлеченный другими проблемами, ничего говорить не стал и принес ее мне. А я, к тому же, совсем отвлекшись, начал есть и... Я вам сейчас заплачу, раз вы здесь. Я зашел сюда, чтобы немного отдохнуть. Вдруг кто-то кричит мне: месье, что будет заказывать? Мне пиво попросил. А что еще, крикнул сердитый мальчик? Еще тогда котлету. Я уже не думал о ней, когда мне принесли ее на тарелке. Послушайте, если бы мы могли попытаться разрешить этот вопрос, вы были бы очень любезны. Вот, здесь для вас. Слушайте, я что-то очень устал жить. И мне страшно. Мне страшно умирать. Я боюсь боли. Я слышал, что чудо возможно. Но что, если чудо не произойдет? И не без чуда, без даже возможности этого чуда, мне страшно. Мне так страшно, я так запутался. Товарищи, не беспокойтесь за меня. У меня была уже прививка. Да, вот. Видите, у меня в правом глазу
камушек. Это тоже был однажды случай. Теперь мне после него все трын-трава. Да, извините. Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко». Мы выйдем с тобой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда. Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко». Мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу. В поисках точного гнезда она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип. Ее предназначение — ободрять собственным молчанием рыб. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, у которой смерть мгновенная. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше, поверьте, частицы дня, единицы ночи. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум сбрел человек, наблюдающий аршины. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Мне жалко, что я не чаша. Мне не нравится, что я не жалость. Мне жалко, что я не роща, которая листьями вооружалась. Мне трудно, что я с минутами. Меня они страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки-жуки, как бабочки и коляски, и как жуки-пауки. Мне страшно, что я двигаюсь не похоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. Земля, где твои дела? Говорит ей холодный червяк. А земля, распоряжаясь покойниками, может быть, в ответ молчит. Она знает, что все не так. Мне трудно, что я с минутами. Меня они страшно запутали. Мне страшно, что я не трава-трава. Мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча-трава. На это я отвечал, и мигом качаются дерева. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет лишь однажды. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу, что они усердно стараются быть похожими. Я вижу искаженный мир. Я слышу шепот заглушенных лир. И тут, за кончик буквы взяв, я поднимаю слово «шкаф». Теперь я ставлю шкаф на место. Он вещества крутое тесто. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше, поверьте, частицы дня, единицы ночи. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что на этих листьях я не увижу незаметных слов, называющихся случай, называющихся бессмертие, называющихся вид основ. Мне жалко, что я не орел,
перелетающий вершины и вершины, которому на ум сбрел человек, наблюдающий аршины. Мне страшно, что все приходит в ветхость, и я по сравнению с этим не редкость. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Кругом, как свеча, возрастает трава, и мигом качаются дерева. Мне жалко, что я семя. Мне страшно, что я не тучность. Червяк ползет за всеми. Он несет однозвучность. Мне страшно, что я неизвестность. Мне жалко, что я не огонь. Все.